На днях журналист Александр Баунов опубликовал статью, которая передает изменения настроений в российском обществе. Баунов пишет: в стране меняется отношение к Владимиру Путину. Путин больше не супермен на страже интересов простых людей. Он боится дронов и интернета, он растерян и перестал вселять уверенность даже в представителей правящей верхушки. Из гаранта он превращается в обузу. А начинается статья так. В России словно поменялся состав воздуха. Мои знакомые, живущие сейчас в России, описывают это же чувство чуть иначе. Наступила весна, и как будто пришел в движение лед, который долгое время сковывал реку. Подобный образ, лед тронулся, не раз использовался еще в советские времена и потому сейчас откликается у российских граждан. Рейтинги Владимира Путина падают, и именно этой весной, совершенно неожиданно, люди начали ломать фундаментальное табу – не наезжать публично, конкретно на президента. Теперь на него не просто наезжают, а демонстрируют широкой аудитории. Так можно. Эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Сегодня посмотрим на конкретные примеры и поговорим об этом новом явлении. Но прежде чем начнем, напомню, в описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок. В том числе там есть ссылка на прокси, который позволяет без проблем переписываться в Телеграме. Еще напомню, что наш проект «Релокация» развивается, и теперь он помогает с оформлением ВМЖ, ПМЖ и гражданства. Особенно с релокацией в Сербию и Испанию там наладилась работа хорошо. Ссылка тоже в описании. 18 марта у меня вышел ролик про публичный демарш Ильи Ремесла. В том выпуске я прям-таки подчеркивал, речь идет о человеке, который в путинской системе занимал не самое заметное место. На тот момент о Ремесле даже статьи в Википедии не было. И готовя тот ролик, наша редакция не знала, как аудитория его воспримет. Вдруг сочтет, что мы тут искусственно раздуваем новость и делаем много шума из ничего. Однако в комментариях зрители пошли даже дальше, чем мы. Давайте посмотрим несколько самых залайканных комментариев. Вообще-то подобных откликов там под тем видео прям 1000. Приятненькое чувство. Все вокруг зашевелилось, воздух наэлектризовался, витает тотальная, непреодолимая ненависть к деду. Я пойду куплю шампанское, пусть стоит в шкафу, на всякий, а то вдруг, а я не готова. Этот ролик вызвал у меня какое-то уже почти забытое чувство, которое я не ощущал года эдак с 2011-го. Как будто озон в воздухе после грозы. Чувствуете, как задышалось? Эх, пусть это будет началом конца. Пожалуйста. Бывший функционер путинской системы Илья Ремесло в те дни публично сжег все мосты, какие только можно было сжечь. Он не только дал интервью иноагенту Александру Плющеву, но сходил на Ходорковский лайв, который в Кремле считается даже не оппозиционным, а вражеским медиа. Я уверен, что в этом году наш гарант, псевдогарант Конституции, он покинет нас. То есть он уйдет с поста президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале Ремесло прошелся по Путину в самых нелестных выражениях. Писал о президенте как о личности трусливой, примитивной, обидчивой и до одурения жадной. Наконец, сделал то, что в России представляется актом гарантированного самоубийства. Посмел тронуть семью Путина, как официальных его дочерей, так и детей от Алины Кабаевой. Напомню, как было в 2023-м. Стоило Игорю Стрелкову-Гиркину мимоходом упомянуть Кабаеву, как тут же пошел обратный отчет. Между тем постом и арестом прошел ровно 71 час и 30 минут. Правда, в течение этого времени Стрелков успел дополнительно обозвать Путина ничтожеством и заявить, цитирую, что еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. Но это писал человек, уже обреченный на тюремный срок. А Илью Ремесло поместили в психиатрическую больницу, и показалось, что система вернулась в равновесие. Юрист написал то, что не прощается, и над ним закономерным образом учинили демонстративную жестокую расправу. Даже не в СИЗО его закрыли, а отдали на растерзание карательной психиатрии. Страшно было подумать, что там могут сделать с неугодным человеком. Однако,
Вскоре ремесло взял да и вышел на свободу, сохранив все когнитивные способности. Дал развернутое интервью Ксении Собчак, продолжает писать антипутинские посты. Своим примером он, если и не открыл окно Авертона, то уж точно распахнул форточку. Оказывается, теперь появилась возможность, которой еще совсем недавно не было. Находясь в России, можно критиковать лично Путина. И теперь для системы совершенно бессмысленно делать что-то персонально против ремесла. Как его ни накажи, форточку уже не закроешь. Сейчас ребят забирают в срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках Единой России. Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах. Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать. Где сыны Соловьева? Сменили. Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? Это был фрагмент первомайского выступления активиста из Новосибирска, Сергея Крупенько. Он представляет незарегистрированную российскую партию интернационалистов-коммунистов. Или как там, российскую компартию черт ее разбери. Посреди города-миллионника этот представитель этой вот славной партии прямо говорит не только о плохих боярах, но и о царе. Упоминает даже его дочерей. Крупенько ставит под сомнение историю, как дочь Путина, Мария Воронцова, под огнем противника вынесла 4 раненых солдат и получила контузию, спасая 5-го. Подвиг этот в свое время сочинили якутские единороссы, а дальше растащили провластные паблики в Телеграме, сообщества ВКонтакте и в Одноклассниках. Аналогичным образом Крупенько открыто сомневается, что на фронт ушел сын Дмитрия Пескова, о чем пресс-секретарь президента вообще-то лично объявлял. Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была. И он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее, я им горжусь. Тут сделаю отступление. Я сам против того, чтобы трогать чьих бы то ни было детей. Дети — это отдельные люди, полноправные граждане, и их нельзя отправить на фронт или вообще куда-либо еще из-за их родителей или действий этих родителей. Да, вопрос, почему чиновники и пропагандисты не отправили на войну своих отпрысков, часто находит живой отклик у аудитории. Но он уводит дискуссию в неверном направлении. Звучит типа, дескать, если бы на фронте оказались дети высокопоставленных лиц, то справедливость была бы восстановлена, и можно было бы спокойно воевать дальше. А это совсем не так. Ничьи дети в принципе не должны участвовать и гибнуть в бессмысленной и никому не нужной войне. Однако здравое зерно в словах новосибирского активиста все же есть. В пропаганде, особенно в эфирах Соловьева, регулярно звучит тезис: идет, мол, новая отечественная война, борьба за сохранение страны и народа, ее населяющего. Но такой тезис не выдерживает сравнения с событиями прошлого, когда отечество реально было в опасности. Тогда дети высшей партийной номенклатуры сами уходили на фронт. В рамках войны за выживание иначе и быть не могло. Пусть они шли не в обычную пехоту, а в авиацию и артиллерию, воевали-то по-настоящему, добивались результатов, иногда гибли в бою, как, например, старший сын Никиты Хрущева, Леонид. Сейчас же ничего подобного нет. Что является дополнительным маркером. Семьи элит совершенно не воспринимают соловьевские призывы. И граждане эту разницу считывают. Однако вернемся к Владимиру Путину. На днях на него грубо наехал популярный политический стример и действующий член «Единой России» Владислав Жмелевский. Оперштаб Краснодарского края Туапсе. Как никогда близка у нас победа, ребят. Мы ведь за ценой не постоим. Не постоим. Ой, какой ужас. О, кто это у нас тут? Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно.
застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, Вовремя главное. все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так Да, нам К страшно. сожалению. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас. Все измеряется экономикой. 19 декабря 24 года. Как ты додумался такую хуйню спиздануть просто, блядь? Кем надо быть, чтобы такую ебань спиздеть? Я хуй знает. Мало того, что Жмелевский высказался подобным образом на живом стриме, так он еще и отдельно этот фрагмент выложил с заголовком «Я устал, мистер Путин». Правда, запикал мат, но в остальном явно дал понять, то была не минутная эмоция. К президенту у него действительно такое отношение. Более того, если всегда было популярно отделять светлый образ Путина от политической токсичности Единой России, то Жмелевский, член этой партии, в последнее время делает наоборот. Он риторически отделяет Единую Россию от Путина. Такого в российской политике еще не было никогда, чтобы единорос не хотел ассоциироваться с Путиным. Согласно Жмелевскому, в партии власти есть разные люди, в том числе вполне достойные. А Путин как раз делает все, чтобы после его смерти россияне жалели, что он раньше не умер. Это, если что, прямая его цитата. Вы ситуацию всю сведете к тому, что огромная часть общества скажет: как же плохо, что ты не умер раньше. Хуже уже не будет. И бац! А слышал Вот как ли ты они недавно скажут. слова Володина? В одном из прошлых выпусков мы смотрели обращение жительниц Самарской области, которые устали от украинских атак. Причем о ВСУ они говорят нейтрально, как о неодушевленной силе, вроде дождя или снегопада. А лучи ненависти посылают персонально Путину, который втянул граждан в ненужную им войну и за 4 года даже укрытиями их не обеспечил. С 22-го года, и у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, то есть в 24-м году вы этого не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами. Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал! Женщина на видео является сторонниками Светланы Лады-Русь, экстравагантной общественницы и деятельницы, заявляющей о своих паранормальных способностях. Однако в данном случае в их обращении нет почти ничего, под чем не подписался бы я, да и многие люди наших взглядов. Все по делу, без политесов. По-человечески, по совести и по чести, как положено. Но только мы с вами это можем реализовать. Больше никто. Ждать, что они сверху это сделают? Смешно, правда? Только мы с вами. И мы с вами сможем справиться от страха. Вы думаете, мы не боялись? В свое время, когда шли и становились активистами, мы тоже боялись. Нам тоже было страшно. Но мы это прошли. Сейчас уже ничего не страшно. Сейчас уже гибнут люди. Сейчас уже мы подходим к пределу потери своей страны. Что может быть страшнее? Бывший профессиональный доносчик Илья Ремесло, активист незарегистрированной партии интернационалистов, стример-единорос и сторонницы Лады-Русь – это люди, которые в российском обществе занимают довольно специфичные ниши. Все эти спикеры очень разные, но Владимир Путин их достал примерно одинаково. Такие люди, которых еще называют пассионарными, зачастую в своих речах просто обгоняют основную часть граждан. Раньше других начинают говорить то, что все думают. Усталость от Путина, переходящая в злость, стала общим чувством для десятков миллионов. Но всегда нужны те, кто первыми шагнет вперед и выскажется. Делают это зачастую люди нетривиальные, но следом за ними перестают молчать и остальные. Не стоит думать, что именно либералы могут громогласно произнести нечто такое, от чего режим посыпется. За нами, конечно, не заржавеет, но мы тут более 4 лет подряд выступаем против войны и человека, ее развязавшего. Ничего другого от нас никто и не ждет.
трещины по системе идут в тот момент, когда внутри России против диктатора начинают открыто выступать люди с самых разных политических флангов, включая самые экзотичные и максимально далекие от либерального. Давайте тогда мы пойдем реально и снимем тогда с должности всех некомпетентных, начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены. И в течение 5 лет практически, так скажем, ничего у нас не было сделано. Явное недовольство Путиным демонстрирует уже и часть Z-телеграмма. В основном небольшие каналы, не привлекающие особого внимания, но есть и исключения. Например, выпад против верховного главнокомандующего позволил себе Егор Гузенко, автор канала 13 на 240 тысяч подписчиков. Вы меня, конечно, извините, но знаете, товарищ верховный главнокомандующий, то, что вы сейчас говорите, это откровенная ложь. Никого ваше отключение мобильной связи и интернета не защищает. Все это вранье. Зачем вы врете? Вы президент целой страны, сидите с умным лицом и лжете нашим соотечественникам. И лжете не только в этом. Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными. Ложь уже исходит от вас и ваших подчиненных с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет. Пикантности добавляет то обстоятельство, что Егор Гузенко пребывает в неопределенном статусе, и так-то ему посидеть тише воды ниже травы. Он вроде как сбежал на войну из-под домашнего ареста. Находится в федеральном розыске. В 24-м, во время поездки домой, Гузенко был задержан и избит полицией. Но потом его почему-то не арестовали, а вернули на фронт. И вот теперь, находясь в довольно уязвимом положении, он публично обвиняет во лжи и отказывает в доверии верховному главнокомандующему той армии, в которой служит. Это так-то, вообще-то, недопустимо для любой воюющей армии, даже если это армия самой свободной и демократической страны. Но Гузенко показывает, теперь так можно. В России найдется немало спикеров, готовых выгораживать Путина до последнего. Но чем дальше, тем очевиднее, что они оказывают президенту медвежью услугу, только усиливая разброд и шатание. У добровольных адвокатов Путина на все один ответ. Лидеры страны не проинформировали или ввели в заблуждение недобросовестные чиновники. Так вырисовывается образ наивного дедушки, которого раз за разом обманывают мошенники. И вот этот образ обманутого деда начинает бесить даже бывших сторонников Путина. Тех, кто еще недавно за него голосовал и с гордостью выкладывал фото бюллетеня. Доходит до уж совсем крамолы. Мы в редакции отсматриваем некоторые провластные сообщества. Так даже там пользователи вовсю делятся ссылкой на одну статью в Википедии. Она называется «Если бы фюрер знал». «Если бы фюрер знал» – идиома, возникшая в нацистской Германии. Описывает убеждения многих немцев того времени, что от фюрера Адольфа Гитлера преднамеренно скрывались, особенно представителями НСДАП и государственными служащими, неприятные и ужасные деяния, и что если бы фюрер только узнал об этих событиях, он бы непременно все исправил. Вспомним тут обращение Виктории Бони. Оно, как мы говорили, весьма противоречиво. Одновременно оно содержит и пропутинские, и антипутинские установки. Но среди прочего, там есть одна характерная черта. Боня обращается к Путину буквально сверху вниз. Как к несмышленышу, который витает в облаках, так, что ему нужно объяснять, как устроен современный мир. Нам закрыли Инстаграм. А что такое Инстаграм? Давайте я вам объясню. Вы живете в другом немножко измерении, а мы живем в другом измерении. Хуже того, на уничтожение собственного имиджа активно работает и сам Путин. Взять хоть его бесконечные обидки. Было время, когда картинная поза обиженного и обманутого неплохо работала на целевую аудиторию. Например, в первые годы войны, когда казалось, что сейчас Путин поквитается со всеми и удовлетворит свой ресентимент, типа отомстит за все, и за развал Советского Союза, и за распад Югославии, и за нападение на Ирак, тогда все это нытье выглядело даже устрашающим, его боялись. Но время идет, а нытья становится только больше. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Дошло до того, что Путин открыто жалуется Трампу на Зеленского.
Не добавляет Путину очков и его извечная манера демонстративно игнорировать острые проблемы, которые он так-то сам и спровоцировал. В 22 году, когда фронт в Харьковской области обвалился и ВСУ пошли в наступление, Путин открывал в Москве колесо обозрения. В августе 24-го, когда украинские войска оккупировали часть Курской области, глава государства груши околачивал. В прямом смысле. Не было для него тогда важнее дела, чем проинспектировать грушевые сады в Кабардино-Балкарии. А сейчас, когда черным дымом заволокло небо над Туапсе и Пермью, начальник всея Руси обсуждает квашеную капусту. Секундочку. Да. Квашеная капуста, что с мясом? С перловкой С и мясом? мясом, да. Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе? Что ли? Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то латке. То есть да, берете да. квашеную Да, капусту, да, а потом да. тушение. Да, и получается очень-очень вкусно. Конечно, в идеале томить, да, в печи, в хорошей печи несколько часов, но и на плите тоже получается очень хорошо. Да, вот у меня вопрос. А общество знания не обобщает такие вещи, не выкладывает, скажем, в сеть, в интернет? Возможно, в начале войны показная невозмутимость Путина в критические моменты кому-то даже импонировала. Теперь же она выводит из себя примерно всех. В стране черти что творится, а главное ответственное лицо занято квашеной капустой. При этом Путин все же взял на себя персональную ответственность в том ключевом вопросе, где ему было бы выгодно спихнуть ее на других. Неоднократно и самым прямым текстом он дал понять, что интернет-блокировки — это персонально его, Путина, затея. Например, давить и душить иностранные сервисы и мессенджеры он призвал лично и под камеру, используя именно эти глаголы «давить» и «душить». Вспомним, когда Путин повышал пенсионный возраст, он делал вид, что это не его инициатива, он лишь соглашается с законопроектом, который внесло в Госдуму правительство Медведева. Даже во время мобилизации он как бы сам ничего не придумывал, просто откликнулся на обращение Генштаба и Минобороны. Сейчас же все иначе. Президент самолично вмешивается в частную жизнь граждан, и реакция этих самых граждан предсказуема. Даже государственные социологические службы вынуждены отчитываться, что путинские рейтинги ощутимо снижаются. В абсолютных величинах у того же ВЦИОМа, конечно, и сейчас все довольно радужно, но вот динамику он показывает прескверную. График доверия стремительно ползет вниз. Да и персонал, в чьи обязанности входит поддержание имиджа вождя, начинает забивать на свою работу так откровенно, что не заметить этого нельзя. 2 месяца назад Путин записывал обращение в честь Международного женского дня. Так прям в выложенную на сайте Кремля запись вошел момент, где национальный лидер мямлет, кашляет и просит сделать второй дубль. С праздником, с Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Перешило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил еще. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины. Было время, когда специально обученные люди строго бдили за тем, чтобы Путин всегда смотрелся в выигрышном свете. Инструктировали фотографов, вырезали лишнее из протокольной видеохроники и стенограмм. А сейчас пропускают совсем нелепые вещи. Вот на днях завирусилась стенограмма с сайта Kremlin.ru, где Путину, значит, рассказывают про учителя, который ушел на войну и увидел там фашизм. А Путин такой уточняет: а с какой именно страны фашизм-то был? Тому, кто выложил в таком виде стенограмму на сайт Кремля, на Путина как минимум пофиг. А может, он и сам позлорадствовал, что начальник выглядит по-идиотски. Ведь Путин достал уже и его. Если этот человек меня смотрит, кстати, то передаю привет. Продолжайте в том же духе. Противоречия внутри системы нарастают, нарастает недовольство. Все, на самом деле, нашего вождя, так называемого, ненавидят даже его ближайшие люди, то есть, которым он жизнь превратил тоже в ад. Им совершенно не нравится война. Между тем, уже меньше 5 месяцев остается до выборов в Государственную Думу. Большой вопрос, в каком виде система дотащит саму себя до дня голосования. И если дотащит, то каким образом она будет эту очень проблемную для себя процедуру преодолевать? Для граждан зайти в кабинку для голосования, закрыться там шторкой
и заполнить анонимный бюллетень совсем не то же самое, что отвечать на вопрос ВЦИОМа по телефону. В предстоящий день выборов даже самые опасливые и молчаливые из россиян могут вдарить так, что система будет вынуждена собирать выбитые зубы сломанными руками. Тем более, что наименее опасливые стали открыто высказываться уже сейчас, от своего имени, публично и под запись. До завтра. Умер Сталин.